об этом надо снимать кино. Потому что, говорю, место уникальное. И кто на Русановку приезжал и хоть пожил здесь год или два, тот это запоминал на всю жизнь, и многие хотели вернуться. Я знаю, у меня друзей очень много, там, которые приехали в Киев, снимали квартиру на Русановке. И вот год-два, потом цены дорожали, и он, уезжая с Русановки в любой другой район, мечтал опять собрать бабок и опять снимать хату на Русановке. Это уникальное место, потому что оно притягивает, как и вся наша ныне Украина. Мы же мистическая страна, чего Гондон не понял. Лешка, для тебя. Давай, брат. Иванова, он может. Весь песок. Нагай-младший, у него дядя легендарный, Юра Нагай. Это... Да, это Юрочка, гроза Русановки. Гроза Русановки, да. 182, Леха. 182, 182, Русановская школа, любимая моя. 182, 182, Русановская школа моя. За лето пацаны отпускали волосы, не стриглись, потому что тогда Битлз, Роллинг Стоунс, мода была на длинные волосы. Директор 1 сентября Алла Александровна, как сейчас Коваленко, вы не помните, была же Алла Александровна у вас, вы что? Я уже была другая. Короче, Алла Александровна, вот такой шиньон, здоровая, такая крупная, серьезная, строгая тетя, стояла с ножницами и встречала людей. И просто брала клок волос, отстригала и отправляла в парикмахерскую. Ты же не будешь там с выдранным клоком волос. А потом приходили в школу, там у нас столовая находится. Мы садились за один стол и мисками железными били, такую немножко играли тюрьму. И за это нас все время чморили. Мы говорили, так вы же сами нас заставили наголо постричься. Поэтому так себя и ведем. Все? Ну тут Спасибо. намазаться. На концерт ждем вечером. Да, я 6. приду. Я же здесь преподавателем до войны был. Ай, ну вообще круто. Так мы тут совсем... Короче, приходи, потому что мы сегодня прям очень будем. Я история художественной культуры, изобразительное искусство и этику и эстетику. Как у всех советских детей, когда мы были октябрята, были звездочки с Ульяновым Лениным, блядь, с маленьким Володей, блядь. Так вот, Володя маленький, не только на звездочек было, у нас были бюсты, маленькие бюсты Ульянова с кудряшками. Этих бюстов было здесь 2, в спортзале какой-то был 1. Вот на такой кафедре, только советской старой, стоял маленький бюст вот этого Вовы Ульянова с кучеряшками. Мы, дети, в 3 или 4 классе учились, блядь, на этом бюсте целоваться. С Лениным. Мы брали, блядь, бюст. И там друг перед другом показывали, как, ну, ты же не подойдешь к тете для того, чтобы с тетей познакомиться. В то далекое время 72-3 года надо было месяц, ну, цветы дарить, в кино ходить, читать стихи. Месяц за руку нужно было говорить что угодно, но говорить месяц. Может, потом ты поцелуешь, и то не факт. Какой про секс я не говорю, это вообще было... такое запредельное мечтание. Поцелуй. Так вот, чтобы было не стыдно перед девушкой, целовались вот этим бюстом, который стоялся здесь. И ни один ребенок, как я, прошел вот эти вот тренировку поцелуя на маленьком Ульянове. Некрофилия, что ли, как это называется? Сука, ужас. Но это говорю как есть, потому что думаю, мое поколение меня поймет. Дай Боже тебе здоровья. Спасибо. Я тебе скажу честно, я слежу за твоими фильмами. Нормально, Но да. я тебе скажу, и мы работаем тоже. Ну а чего нет? Мы же Да. все вышли из гоголевской шинели. Это совершенно Сегодня точно. это уже мы все вышли с Русановки. Но я тебе скажу, повторный показ был неделю назад «Графиня де Монсоро». Да, по Интеру, Да. Я смотрел, и когда ты этому говоришь, вот тебе таз, и иди узнай. Да. Леша, Гранд потрясающие сцены. Да. Я рад тебя видеть. Рад, Саня, брат. Ну я здесь, я на Русановке. Давай в живу. 6. Не, я знаю, мне Лесик сказал 5:30. Ну в 6. 6, да. Но я буду, конечно. Давай, да. Да. Будем гатить. О чем ты говоришь? Стой, стой, стой! Революция непобедима! Да! Да! Так.
Но я тебе скажу, Русановка и все русановцы, они все на месте. И так должно быть. Да. Так, все домой, разгильдяи. Не пиши, пожалуйста, молчи. Сейчас, обожди. Давай, собирайся. Значит, смотри, через сколько скажи? Через полчаса. Нормально? Все, значит, окей. Приехал специально для того, чтобы отпраздновать 50-летие областной школы. Он мечтал побыть дольше, но уже самолет скоро нужно будет улетать. Поэтому прямо сейчас будет выступать человек, который снялся в невероятном количестве фильмов и всегда играл талантливо. Это Леша Горбунов, вот он. Мои сверстники точно помнят эту песню, поэтому прошу поддержать с места. Это я в 9 классе эту песню выучил. Вот я ее, собственно, хочу. Да. И вам, дети, вам, когда ваши родители были влюблены в 9 классе. Студентка, практикантка, 10 класс, не смела, урок вела, краснее, как будто в первый раз. И почерком красивым оценку выводила. Ведь перед нею был ее 10 класс. А этот класс 10 немного был моложе. И Таня это как-то однажды поняла, что проверял тетрадки, сидел у окошка. Она